USS Флорида – это шестое судно ВМС США, названное в честь штата Флорида. Атомная субмарина вошла в состав американского флота в 1983 году как носитель межконтинентальных баллистических ракет Trident-2 D5 с ядерными боеголовками и имела бортовой номер SSBN 728. Спустя 20 лет после принятия на вооружение USS Флорида отправилась на дозаправку и переоборудование в подводную лодку с крылатыми ракетами. Процедура заняла примерно 3 года, после чего судно получило бортовой номер SSGN 728. Теперь USS Флорида SSGN 728 является носителем Томагавк. На борту атомной субмарины класса Огайо может быть установлено до 154 крылатых ракет. Также подлодка класса Огайо вооружена торпедами калибра 533 мм. Атомная подводная лодка USS Флорида не похожа на другие субмарины мира. Она принадлежит к малочисленному классу подлодок, универсальные ударные атомные подводные лодки с крылатыми ракетами. Субмарина размером как 2 футбольных поля начинена ультрасовременными технологиями, большинство из которых засекречено. Длина подводной лодки 170 метров, водоизмещение 18 тысяч тонн. На военном корабле, состоящем из 4 палуб и работающем тише любой другой подлодки, несут вахту 155 членов команды. Атомные подлодки данного класса – одни из самых больших в мире. Всего в мире 4 такие подлодки, задачами которой является высадка морского спецназа на территории противника и обеспечение огневой поддержки в виде крылатых ракет класса Томагавк, выпущенных с борта субмарины. Частым районом патрулирования подлодки является самый нестабильный регион планеты Ближний Восток, но в любую минуту субмарину 21 века могут призвать и для участия в операции в другом районе. Субмарина USS Флорида стала одним из самых удачных примеров модернизации подводных лодок в истории ВМС США. Данная подлодка относится к классу Огайо, которые были разработаны для транспортировки баллистических ракет, получившие прозвище «Бумеры». Одна такая субмарина вмещала 20 тяжелых ракет класса Trident. Мощи одной достаточно для разрушения города в 12 раз больше столицы США. В годы Холодной войны эти подлодки считались устрашающим оружием, но после ее окончания возникли новые угрозы, многонациональные террористические организации и кочующие банды вооруженных морских пиратов. Вскоре командование американского флота поняло, что если модернизировать одну из таких лодок, плохим организациям можно противостоять. Так, в 2006 году появились 4 субмарины класса Огайо с неядерным оружием на борту. Теперь подлодка USS Флорида вмещает 154 крылатых ракеты класса Томагавк, а это составляет более половины всех ракет, выпущенных за время войны в Персидском заливе в 1991 году. Цена вопроса более 1 миллиарда на каждую лодку, но это оказалось дешевле строительства одной субмарины, как говорится, с нуля. Подводные лодки используются в операциях морского спецназа уже давно, ведь скрытность стала частью их загадочного образа. Субмарины могут скрытно доставлять бойцов в пункт назначения, но еще никогда для таких целей не использовалась атомная подводная лодка класса Огайо. Морские котики – одно из самых элитных подразделений спецназа в мире, бойцы которого официально могут действовать за пределами США. Отряд специального назначения, состоящий из 66 человек и группы обслуживающего персонала, не входит в состав экипажа субмарины. На борт их берут в указанном районе Мирового океана, так как курс и задачи субмарины известны лишь нескольким людям. Это могут быть прекрасно подготовленные бойцы как из морской пехоты, так и сухопутных войск. С появлением на борту такой группы спецназа современная субмарина становится мощным оружием. Представьте себе картину. Отряд морских котиков морского спецназа ВМС США высаживается на территории неприятеля. Их задача – определить цель, которая является убежище террористов, расположенное в 180 метрах от берега. В период операции морские котики координируют свои действия с командным пунктом, получая приказы и разведданные. Их командный пункт – недалекий военный корабль, находящийся в 30 километрах от берега, абсолютно невидимый для неприятеля объект, автономная боевая машина, ракетная подводная лодка.
Субмарина 21 века USS Флорида оснащена оборудованием, позволяющим без особых трудностей выполнить миссию по высадке спецназа. Проект модернизации подлодки включал в себя полный демонтаж ракет с ядерными боеголовками, а освобожденные пусковые шахты теперь служат для других целей. Первые две шахты используются в качестве камер, через которые группа пловцов покидает субмарину. Одна из камер ведет в съемный стальной ангар DDS длиной 11 метров, который смонтирован прямо на корпусе подлодки. Внутри его находится любимое средство морского спецназа – мини-САП подводный аппарат Seal Delivery System. Транспортное средство морских котиков больше похоже на торпеду, однако его единственной задачей является скрытая доставка спецназа в МС США к объекту и возвращение обратно. Миссия подводного аппарата может продолжаться 6 часов в одну сторону. За работоспособностью аппарата следит отдельная группа высококвалифицированных техников. В отличие от туристических подлодок, на USS Флорида нет иллюминаторов, а от перископа мало толку, пока субмарина находится под водой. Но атомной лодке не обязательно видеть все препятствия вокруг себя, ей достаточно их слышать. Во время погружения команда подводников всецело полагается на систему сонар, помогающую определить происходящее на поверхности и на глубине. Операторы этой системы несут вахту по 6 часов, прослушивая звуки бездны. В носовой части субмарины расположены сотни шумопеленгаторов. Компьютеры переводят полученные звуковые волны в электрические сигналы и усиливают их. Объекты в воде или следы, как их называют на субмаринах, отображаются на экранах мониторов белыми линиями. Наведя на них курсор, их прослушивают. Развитием проекта должна стать возможность запуска беспилотного летательного аппарата из-под воды. Он должен запускаться из ракетной шахты субмарины. Оказавшись на поверхности, летательный аппарат активирует ракету-носитель, которая поднимает его в воздух. А пока уникальная техника модернизированной подводной лодки USS Флорида делает ее идеальным секретным военным кораблем 21 века.